Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынке, как понемножку начинает штормить и куда движутся ключевые активы: доллар, нефть, золото, рубль, евро. Так, друзья, давайте начнем со статистики, которая вышла. Ну, сегодня, как это ни парадоксально, базовый индекс розничных продаж в Соединенных Штатах вырос. Число первичных заявок на получение пособий по безработице тоже выросло, но оно выросло в пределах погрешности, там меньше 1% рост. То есть что 330, что 332, я считаю, что это ну, как бы не показатель. Но, с другой стороны, предыдущее значение было 312. Вот здесь уже идет рост относительно предыдущего значения. Соответственно, такая ситуация, она указывает на то, что с рынком труда в Соединенных Штатах все-таки не обстоят дела таким образом, как нужно ФРС для того, чтобы быть железно уверенным в том, что можно обрубать денежный ручеек. Так, далее индекс производственной активности от Федерального резервного банка Филадельфии. Здесь вообще отлично, отлично. 30%, предполагалось 18,8, предыдущее 19. То есть все хорошо, производство крепчает. Так, ну и объем розничных продаж в Соединенных Штатах вырос 0,7%, предполагалось, что будет снижение, минус 0,8. В Соединенных Штатах часто показатели смотрят месяц к месяцу, соответственно, получается, август оказался лучше июля. Так, ну и далее здесь особо не на что внимание обращать. Так, ну вот давайте российскую повестку новостную посмотрим. Россияне вынесли из банков 300 миллиардов наличными. Росстат зафиксировал резкий скачок цен на мясо. Ну, здесь рост цен на мясо связан с монополизированностью, раз, и с тем, что нарушены цепочки логистические. Это затрагивает вообще буквально все. Ну, а то, что немножко налов плеснули на рынок, соответственно, то есть увеличение денег, если не увеличивается предложение товара, оно всегда приводит к тому, что растут цены. Это неизбежно. Ну и, соответственно, помимо всего прочего, разговоры по поводу введения налога на мясо, который будет предварять углеродный налог. Ну вот совокупность факторов, которая дополнительно усиливает инфляцию. Но это к вопросу о логичности действий ЦБ, который на 0,25% поднял ставку. Ее надо было либо не трогать, либо поднять на 0,5%. Потому что 0,25 это не борьба с инфляцией явно. Так, ну вот еще такая интересная новость. Выездные группы создать, которые будут возвращать на родину россиян-иммигрантов. Ну, не знаю, я думаю, что, наверное, никто возвращаться не захочет. Ну, а выездные группы – это лишний повод для того, чтобы с благими целями выехать за рубеж. Так, друзья, ну пока мы тут возимся со всякой там инфляцией, там мясом и так далее, во Франции кипят нешуточные страсти, потому что американцы подрезали контракты с Австралией и атомные подводные лодки, которые должна была строить Франция. А Франция, как известно, это одна из стран лидеров в ядерной энергетике, если не сказать, что вообще лидер. Потому что французские реакторы, они повсюду стоят, они самые надежные, пожалуй, и они пользуются очень большим спросом и доверием. Так вот, Соединенные Штаты подрезали контракт с Австралией, и, соответственно, французы потеряли возможность заработать денежку. Ну, на самом деле, ход не вполне как бы понятный, и с моей точки зрения он не вполне адекватный. То есть, ну, в силу тех процессов, которые происходят, зачем делать подобные вещи, для меня лично загадка. То есть, ну, ничего более нерационального и противоречивого я даже слабо могу представить, что можно было бы сделать со стороны Соединенных Штатов. Ну, понятное дело, что балом правят деньги, но здесь надо четко понимать, что, скажем так, не очень правильно заработанная копейка, она приводит к потерям многих-многих долларов. И поэтому, конечно, вот это вызовет раскол во французской англосаксонской среде. И, наверное, поэтому здесь будет брожение очень большое. Но опять же, видите, это к вопросу по поводу санкций в отношении России по поводу выборов. Ну да, там приняли
меморандум о том, что вот надо там наказать, не надо признавать и так далее. Ну, оно и так все как бы в тренде политики, который проводится. Ну, блин, тут помимо России, у них, смотрите, какие страсти кипят. То там подводки уводят, то еще что-то. Так, вот еще такой очень интересный момент, который заключается в том, что так называемый ржавый пояс Соединенных Штатов попросил дотации на приобретение, выпуск их электромобилей. Но здесь сразу недовольство высказала Tesla и Toyota, потому что, ну, тут должны быть здравые конкурентные условия, а не преференции для определенных компаний. Тем не менее, если такой шаг будет предпринят и какие-то дополнительные дотации будут выделены для определенных производителей, то, соответственно, это приведет к тому, что более энергично будет эта отрасль развиваться и будет расти спрос на электромобили. Так, друзья, вот еще такая интересная новость. Ну, сложно сказать, насколько она замеченной, незамеченной пройдет. Всемирный банк решил прекратить публикацию рейтинга Doing Business. Ну, это такая шкала рейтингов, которая по ряду критериев рассчитывается относительно того, в какой стране лучше, удобнее, комфортнее и выгоднее вести бизнес. Дело в том, что какое-то время назад Кристалина Георгиева, которая сейчас руководитель МВФ, она была руководителем Всемирного банка. И вот в эпоху правления этой очень энергичной дамы оказалась такая ситуация, ну вроде как некрасивая, когда Китай по итогам 2017 года вот в этом рейтинге Doing Business получил место номер 78, а вообще-то должен был получить 85. Ну и таким образом получается вроде как ей предъявляют сейчас, что она тогда вот взяла и улучшила положение Китая на тот момент. Ну и по факту данного деяния решили временно приостановить публикацию рейтингов Doing Business, а может быть и вообще приостановить. Но смотрите, здесь на самом деле вот эта штука, она казалось бы, ну вообще такая непонятно какая, ни о чем, но она может иметь очень далеко идущие последствия. Во-первых, как бы такая ситуация, это дискредитация вообще в принципе любых рейтингов, которые публикуются. Ну, если рейтинги дискредитированы, то, соответственно, не на что опираться. Эти же рейтинги, они используются в разных областях для принятия решений, в кредитовании. В каких-то случаях кредитные рейтинги и расчет кредитных баллов в отдельных странах, он тоже использует эти показатели. И здесь как бы получается такая ситуация, что вот эта шкала, она недостоверна, ее публиковать не будут. То есть это может очень негативно повлиять в целом на работу системы рейтингов во всем мире, не только Всемирного банка. Ну и следующий момент. Я не знаю, там какие интриги касательно Кристины Георгиевой. Может быть, действительно там кто-то что-то под нее копает, или там, я не знаю, объективно она очень что-то сделала такое не очень хорошее. Но суть такая, что вопрос-то возник по Китаю. У Китая сейчас очень непростая ситуация и с застройщиками, и с финансовой системой, и вообще в целом с потреблением, с состоянием экономики. Вот, соответственно, если еще и рейтинги начнут по Китаю пересматривать, сегодня пересматривают рейтинги Doing Business, завтра пересматривают кредитные рейтинги, взвинчивают условия финансирования, предоставления кредитов, гарантий и так далее. И Китай под этим давлением начинает проседать еще быстрее. И поэтому, казалось бы, такая вещь, но она, ну бог с ним, это doing business, да, знать не знаю, что это такое, но тем не менее это может вполне иметь далеко идущие последствия, которые будут заключаться в том, что ну, снижается доверие вообще к системе рейтингов, причем самых разных. Да, периодически там какие-то сбои бывают и оплошности, но вот тут такой момент очень подходящий выбран, когда на перепутье все это дело находится. Вот, конечно, система рейтингов – это очень, на самом деле, при кажущейся простоте, очень сложная работа и ответственная, потому что постоянно происходят какие-то изменения, иногда даже титанические. Там один показатель меняется на другой. Соответственно, нужно все это дело таким образом статистически пересчитать и обработать, чтобы получились плавные переходы, ничего там не вылезало и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, здесь
Вопрос очень непростой, и вполне может быть так, что там действительно была либо какая-то ошибка допущена, либо какая-то трактовка такая, которая сейчас показалась совсем иной. Вот. Но, тем не менее, это в ближайшее время может ситуацию ухудшить и дестабилизировать в рамках и Китая, и в рамках мирового сообщества. Так, друзья, далее природный газ. Давайте четырехчасовик посмотрим. Действительно, здесь такая ситуация, что очень похоже на то, что вчера попытка разворота. Вот. Но здесь для того, чтобы утверждать, что произошел разворот, надо посмотреть, как завтра закроется неделя. И тогда можно будет делать какие-то выводы, произошел разворот или не произошел. Так, друзья, далее ВИКС. Сегодня его поштормило, несмотря на то, что по Америке вышли достаточно позитивные данные. Но я так думаю, это связано с окончанием квартала, потому что здесь, во-первых, будет перекладка в опционах. Я не помню, или завтра, или в понедельник. И помимо этого идет же дебалансировки, перевод из одних видов активы в другие, и поэтому такой вот расколбас получается. Так, вот индекс доллара сегодня он подлетел на фоне хорошей статистики из Соединенных Штатов. Ну, здесь основания были для того, чтобы это произошло, потому что когда наступает какая-то турбулентность, неустойчивость, соответственно, это приводит к тому, что идут то, что считается в наиболее безопасной штукой, это, конечно же, доллары, это даже не золото. Золото это от инфляции или на случай войны просто слитком не запастись. А вот именно то, что онлайн, это, конечно же, доллар. Так, ну и по доллару интересная ситуация. Вот 92,9 его пробили. Вопрос только в том, закрытие будет выше этого значения или ниже. Вот если выше, то возможно завтра очень неожиданные варианты. Так, друзья, далее S&P 500. Ну, сегодня такая ситуация очень напряженная. Опять же, пока уровень 4450 удерживается, я думаю, ничего страшного не произойдет. Ну, покололи и вернулись. Так, друзья, далее золото. Ну, смотрите, да. Так, ну с учетом того движения, которое было по индексу доллара, здесь все как бы логично произошло. Вышли из диапазона, отработали цель 1750. Обращал ваше внимание, что такая цель, она имеет место быть. Соответственно, сейчас, если мы не пойдем повторно тестировать 1745, который здесь нарисовался, останемся 1750 и выше, то все как бы золото здесь закрепится. И сегодня либо завтра будет попытка отскока и движение на 1782. Но если здесь развивается пробой повторный, то уже отсюда пойдет движение, у которого цель будет даже может быть не 1718, а пониже на 1682. Однако, с моей точки зрения, вот это движение во многом отлив золота, оно себя исчерпало, и, соответственно, сейчас должна быть консолидация, набор позиций и продолжение отскока. Так, друзья, ну все, смотрите, сейчас 20:19 по Москве, здесь у нас все, белых солдат подогнали, разворачиваемся и идем сначала закрепляться на 1764, потом, соответственно, движение вот сюда, в этот диапазон, выше 1782 и ниже 1792. Наиболее вероятно сейчас движение пойдет вверх, сегодня либо завтра. Вот есть, конечно, вероятность того, что будет мисфая и пробой 1745 повторный, но вероятность этого события, с моей точки зрения, на текущий момент невысока. Так, друзья, далее нефть. Ну, смотрите, нефть пободрее газа. Вроде бы попытались отлиться, но не отлились. Ключевые уровни удержали. Соответственно, здесь разворотная формация, отскок и повторное движение с целью потестить и, возможно, пробить 76,1. Ну, здесь, соответственно, уровень, который 74,8, 74,9. Его немножко покололи. Ничего страшного, такое бывает в нашей практике постоянно. Здесь, соответственно, новая преграда нарисовалась. Это 74,5, 74,4, которая в случае пробоя приведет к тому, что начинается высадка и движение на 72,5. Я думаю, пока вероятность такого события, она невысока. Соответственно, сейчас либо движение на 76,1, либо консолидация в диапазоне 74,8, 75,3. Вот где-то вот здесь. Так, друзья, далее рубль-доллар.
Ну, смотрите, 72,5 мы сделали. 72,5 мы сделали. Соответственно, теперь у нас вот эта фаза движения, она пока не завершилась. Я думаю, сегодня, завтра эта фаза движения будет выполнена, за исключением того случая, если пойдет откат, соответственно, ослабление доллара, укрепление рубля и будет пробой уровня 72.35. Соответственно, если этого не происходит, то вот это все движение, оно перейдет в то, что будет штурмом взят вот этот уровень. Ну или, по крайней мере, поколот и отброшен назад. Но мне в это не верится. Я думаю, все-таки более вероятно будет тестирование и попытка на нем закрепиться. Так, друзья, далее евро-рубль. Вот здесь ситуация очень интересная, непростая. Дневной таймфрейм. Евро-рублю надо от текущего значения развернуться и отскочить. Соответственно, отсюда длина хода на 8,6. Если здесь сейчас отбоя и отскока не будет, высока вероятность того, что разовьется движение, у которого цель будет в районе 79,5. И такое тоже возможно. Ну, конечно, с учетом турбулентности, скорее всего, такой сценарий не реализуется. Вот, потому что, когда возникают всевозможные риски, из рубля стараются выходить, даже в евро. Соответственно, здесь напрашивается либо консолидация, либо отскок сегодня-завтра на 85, 95, 86. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание. Всего наилучшего.